слышно? Хорошо. Значит, прошу прощения, прежде всего, что мы немножко задержались. Сейчас будем догонять. Это первое. Во-вторых, я хотела бы, конечно же, представить нашего гостя, господина Вогга, который представляет Европейский вещательный союз и отвечает там за радио полностью. И сегодня он нам расскажет, собственно, о том, как же радио будет существовать в мире конвергентных медиа. Кто не знает меня, я исполнительный директор Фонда независимого радиовещания. По совместительству буду переводить господина Вогга. Хорошо? Yeah, thank you very much for the invitation to come here and to speak here. Большое спасибо за приглашение приехать и говорить здесь сегодня. Just let me introduce myself a little bit. I'm from a professional background. I'm a journalist. Позвольте, я себя подробнее немножко представлю. В профессиональном смысле я журналист. I started many years ago at a newspaper and worked as a freelancer, and then I worked for more than 20 years for a public radio and TV broadcaster and worked for radio and TV there. Я начал свою работу в качестве журналиста, затем работал как фрилансер, а затем почти 20 лет работал в общественном вещании как телевизионном, так и радио. A few years ago, I was there responsible to build up a new online video and audio platform called Mediatek. Несколько лет назад я отвечала за построение, собственно, за полный запуск новой онлайн-платформы, на которой видео и аудиоконтент, который называется Медиатека. And I was also involved in what we call metadata. So the metadata are the new currency in the digital media world. И я также работал с тем, что мы сейчас называем метаданные. Это, собственно, новая валюта современного медийного мира. 1.5 years ago, I joined EBU, the European Broadcasting Union, which is the association of all the public radio and TV broadcasters in Europe, with about 100 members Europe-wide. А 1,5 года назад я начал работать в Европейском вещательном союзе. Европейский вещательный союз – это ассоциация всех большинства общественных вещателей, которые базируются в Европе, более 100 членов ассоциации. At the EBU, I'm responsible for the radio platform, so I'm the head of radio, and in radio especially, I have 85 members in 56 countries, so it's quite a lot to cover. В Европейском вещательном союзе я отвечаю за департамент, который занимается радио, и в частности в этом департаменте сейчас находится, членство составляет 86 организаций, радиоорганизаций из 68 стран. Собственно, это достаточно большой сектор уже теперь. The biggest part of the work of my team is music exchange. We exchange more than 4,000 concerts a year. This is the world's biggest music exchange in radio. Собственно, большая часть моей работы состоит в обмене музыкой. More than 4,000. В течение года мы обмениваемся более чем 4,000 концертов. Собственно, это самая крупнейшая музыкальная обменная система, которая существует сейчас, работает сейчас в мире. And my biggest part is to work in strategy for radio. So what is the development of radio, what will happen with radio in the future, and so that's what I'm talking to you now. И, собственно, также моя работа состоит в том, что связано со стратегией развития радио, что произойдет с радио в будущем. И именно сегодня об этом я буду вам говорить. Please allow me to sit down and to Если вы не start the против, я presentation. присяду и начну презентацию. And thanks to Ekaterina, hopefully, we have very good translation. Меня уже поблагодарили за перевод заранее. Okay, so I think it's all about a connected world today. Internet is all over, as you know, nothing new for you. Ну, как вы знаете, мир сейчас, собственно, очень интегрирован, объединен. Интернет проник везде, это ничего нового для вас собой не представляет. And wherever you go, you have all these little devices, you have info screens, in the metro maybe, you can even charge your car with electrics, you have your bus information, everything is internet. И куда бы, собственно, вы не отправились, везде есть какие-то информационные экраны, вы видите информационные экраны в метро, вы можете зарядить свою машину. Собственно, везде информационные экраны какого рода медиа присутствуют сейчас. But you may remember, only a few years ago, let's say 10 years ago, we had different devices. We had a radio, we had a telephone, we even used maps out of paper, and we used cameras. Но, может быть, вы вспомните, что буквально несколько лет назад у нас были совсем другого рода приборы и девайсы. Было радио, и даже мы пользовались, собственно, бумажными картами. But today, it's all in one. Но сейчас у нас все в одном. And the same for radio. Ну и тоже касается радио. You know, in former times, you used to listen to your favorite music station, maybe. А раньше вы, собственно, слушали какую-то
самую любимую музыкальную радиостанцию. And maybe some of us remember that they tried to record their favorite songs. И, может быть, даже помните, как пытались записать свои самые любимые песни Cassette player or something. на кассетный проигрыватель, может быть, такое. But today you have it on your iPod, you have your playlist somewhere, you choose your own music, you are your own director. Но сейчас у вас вся музыка в iPod, и, собственно, вы сами музыку выбираете, сами руководите тем, что слушаете. And the same thing for TV. It's all online and terrestrial TV, it mixes up. Ну, собственно, что тоже касается телевидения и, собственно, эфирное вещание, тоже начинает меняться. So is there still a role of radio or is it an old medium dying out? Собственно, остается ли какая-то роль радио в этом мире или оно умирает? Let's look to some statistics. Давайте посмотрим на статистику. So this statistic shows you that we expect steady growth, especially of smartphones and of tablet computers. Статистика показывает, что мы ожидаем стабильного прироста использования смартфонов и планшетов. And you know it from your daily life when do you use your smartphone, when you start in the morning and you stop it when you go to bed in the evening probably. Ну, собственно, вы из своей личной жизни знаете, что когда вы начинаете пользоваться смартфоном с самого утра и прекращаете пользоваться, вероятнее всего, перед сном. And what we mean with the second screen here is that normally people start now to watch TV and use their smartphone or their tablet on the same time. И, собственно, что мы понимаем здесь под вторым экраном, это то, что сейчас новая такая условная практика, когда люди смотрят телевизор и одновременно пользуются, например, смартфоном или планшетом. So again, what about radio? И опять, какое здесь в этом место у радио? Okay, what is this lady doing? Is she listening to radio? Что делает эта дама? Радио Could be. слушает, может быть. There are, of course, a lot of online radio stations and they established nice applications for it, apps, radio apps. А, собственно, сейчас уже возникло много онлайн-радиостанций, у многих из них есть очень хорошие приложения для прослушивания. And what is this guy doing? А что этот человек делает? Maybe he's listening to radio. Возможно, слушает радио. Maybe he has a smartphone even with an FM chip inserted. А возможно, у него смартфон с FM-чипом. Or he has a good data package to use his radio, streaming radio via the mobile network, but this is maybe costly. Или еще один вариант, у него может быть хороший пакет данных, и он может слушать стриминг, потоковое радио, но это может быть оказаться дорогим, это пакет нет хорошего. And of course you have your smartphone in your car. Ну и, конечно же, вы пользуетесь смартфоном в машине. And maybe you start listening to your favorite playlists instead of listening to the radio in the car. И, возможно, вы в машине сейчас слушаете свои собственные плейлисты, а не радио. So what do radio stations do in Western Europe, for example? Что же делают радиостанции, например, в Западной Европе? This is one example from Ireland, that's RTE, Ireland. They put up a very distinctive website and app. It's an app which runs on an iPad, also on a smartphone, smaller ones, iPhone, Android phones. Собственно, вот это пример из Ирландии, это радиостанция RTE. Собственно, они создали такой достаточно необычный веб-сайт, который также работает на iPad'ах, на смартфонах, макских и на Android. And you see, it's a lot of text on it. Little bit pictures, but it's mainly text, and it relies on that the people really know the radio program and they like it, and they go there and because they want to listen to their radio program. Ну и как вы видите, здесь достаточно много текста, картинки есть, но не так много. Собственно, что это означает, что они рассчитывают на то, что слушатель достаточно хорошо знает радиопрограмму и, в принципе, ориентируется в сайте. We have another example that's from Spain, that's a public broadcaster in Spain. They came up with an app combining radio and TV. You see TV a la carte and radio a la carte. So they have it in one app, radio and TV. So they don't distinguish any longer between radio and TV. They expect that their audience comes there because they want to have something, content from their public broadcaster, be it radio or be it TV. Собственно, вот еще один пример, это пример из Испании. И, как вы видите, на этом веб-сайте представлено и радио а-ля карта, и телевидение а-ля карта. Собственно, что получается, что здесь производитель контента предполагает, что больше потребитель, слушатель, аудитория не различает, не видит большой разницы между потреблением радио и потреблением телевидения, они ожидают весь контент вместе. We, as the EBU, we made last year a big survey on radio apps and on media apps. I will talk about this survey in the next session. Мы, Европейский вещательный союз, в прошлом году провели большой обзор того, каким образом
слушания и пользования радио. Я об этом обзоре, результатах этого обзора буду говорить более подробно в следующей сессии. But let's come to the next big topic for radio, and it's radio in cars. Но сейчас давайте перейдем к другой, к следующей важной теме для радио, это радио в машине. As we will see later, the biggest consumption of radio is still in cars while you are driving. Собственно, как вы увидите позже, самое большое потребление, самое большое радиослушание происходит по-прежнему в машинах во время, собственно, вождения машины. So it is no wonder that, for example, Apple and also Google, they try to go into cars. On the left side, you see the CarPlay application of Apple. Ну, собственно, ничего удивительного, что как Apple, так и Google постарались, собственно, на этот рынок тоже зайти. Слева видите девайс, который... It's an Apple, right? On the left. Here, on the left. Это Apple. And it functions, you just put your iPhone in your car and it synchronizes with this car display. It's in a Volvo or it works also in a Mercedes. It just synchronizes with these 8 apps. So the phone, music, map, messages and iHeartRadio. This is an internet radio. Собственно, что происходит, этот девайс ставится в машину и происходит синхронизация. Все вот эти вот приложения, это телефон, способы использования, музыка, карты и так далее. И iHeartRadio — это онлайн-радио. This is a nice feature, but the tricky thing is if you want to listen in the same car to your favorite FM or digital radio station, that's the same application in the car. You have to quit this menu, go into the total different navigation and find your FM radio totally different somewhere else. It's very user unfriendly. Ну, собственно, что произошло с прослушиванием радио. Если вы хотите слушать радио в машине, пользуясь тем же самым девайсом, то, собственно, из этого меню нужно выйти и зайти вообще совсем в другое меню, и там уже найти свою радиостанцию. То есть это очень к пользователю не доброжелательное приложение. So, especially in Western Europe and in America, we have a very strong trend. It's called connected car. And the car industry understands with connected car only the IP connection to the car, the internet connection. Собственно, в Европе и в Америке существует достаточно серьезный тренд, который называется connected car, или связанная машина. И, собственно, производители машины понимают это только как IP-присоединение, IP-связь с машиной. So as long as you have a good connection to the internet while driving your car, good mobile network coverage, you can get all your services, including music, including streaming radio, via the mobile network, via IP. Собственно, заключается мысль здесь в том, что если у вас хорошая интернет-связь, то когда вы ведете машину, вы можете получить доступ, собственно, имея хорошую ширину канала, получить доступ, собственно, к чему угодно, включая потоковое радио. There are only 2 problems. One, mobile networks tend to get congested or go down, so the coverage is not very good all over. Собственно, с этим связаны 2 проблемы. Первое, то, что мобильные сети, они имеют тенденцию забиваться, собственно, или падать, и не всегда получается хорошая связь. Second problem, it costs you a lot of money, because the IP connection, you pay extra, you pay a monthly fee to the mobile network operator, for example, or you pay your data package, whereas radio, broadcast radio, is cost-free. Вторая проблема — это стоимость. Собственно, если вы пользуетесь интернетом для прослушивания радио, то получается, что вы должны либо оплатить пакет данных, либо вы должны оплатить какой-то ежемесячный слово, забыла, взнос, наверное, это называется. А в то время как прослушивание радио, FM-радио, это бесплатно. I come back to the cost aspect a little bit later. Я к проблеме расходов вернусь немножко позже. And just one word to this, what we try as EBU, for example, is to redefine the wording of connected radio, that a connected radio has IP and broadcast, and in one user-friendly screen. Собственно, наша работа Европейского вещательного союза заключается в том, чтобы поменять определение того, что такое присоединить connected car, чтобы там речь шла не только об интернете, но и об FM. Okay, let's come to other things. For example, the wearables, very trendy. Could there be a radio in it? Maybe. So it's also competition for radio, but it's also a challenge and a chance for radio to be in there. Ну, собственно, следующий момент, о котором хотелось поговорить, это портативное устройство. В принципе, там может быть место для радио, может и не быть. Собственно, это очень серьезная большая тема сейчас и достаточно модная тема.
Okay, let's do a little bit some statistics. And as we know, in Europe, for example, millions of people really do listen to radio. So there is a big market for radio, public service and commercial radio there's out there. Собственно, давайте немножко поговорим о статистике. Как мы знаем, что миллионы и миллионы людей в Европе слушают радио, поэтому это очень большой рынок как для общественных радиовещателей, так и для коммерческих. So that means on a weekly average, radio reaches about 90% of the population. I think that's the same thing in Russia. Собственно, еженедельный охват радиоаудитории составляет примерно 90% всего населения, примерно те же самые цифры, насколько я знаю, и в России. And even if you look to a younger audience, we are still at 86%. И даже если смотреть на более молодую аудиторию, все равно охват еженедельный составляет примерно 86%. This is the positive thing. But the negative thing is, especially in the young audience, let's say between 15 and 25 years of age, there is a slight decline of listenership. Собственно, это вот были положительные признаки ситуации, но также есть и негативные тренды. Если говорить о совсем молодой аудитории от 15 до 25, то там заметен спад еженедельного охвата в этой возрастной. And the decline is for live terrestrial radio. Ну, и спад охвата, конечно, касается живого, эфирного радиовещания. And here we have to be really careful in order not to lose the young audience. Ну, конечно же, нужно нам быть очень осторожными, чтобы не потерять молодежную аудиторию. And just to give you an idea how long people listen to radio, an average of 3 hours in Europe, and the Czech Republic, for example, they're listening 5 hours. I don't know what they do else, but yeah. Собственно, время прослушивания, примерное представление вам дать. Пример, в среднем около 3 часов слушает аудитория в день радио. Например, в Чехии слушают 5 часов, чем еще занимается, не знаю, но вот 5 часов слушают точно радио там. And an example from the United Kingdom, the question was, on which platform do people listen to radio? Car, as I already mentioned, is far much in front. Ну и это пример из Великобритании. Вопрос касался того, какими платформами, где, собственно, слушают радио. И, конечно же, с большим отрывом лидирует прослушивание в автомобиле. And you see here the smartphones are at 14%, but this figure is rising every year. И как вы видите, здесь цифра по смартфонам составляет 14%, но этот показатель каждый год увеличивается. Okay, knowing all these figures, we could be very relaxed and optimistic, but we have also other figures. Ну, посмотрев на эти цифры, можно расслабиться и стать очень оптимистичным, но также у нас есть и другие цифры. Especially if you remember my first slide, statistics slide on the rise of smartphones. Особенно если вспомнить мой первый статистический слайд по росту использования смартфонов. So we asked, what do people use their smartphone for? And if they listen to music, when do they listen to music and to radio? And you see, they listen to it only when they are traveling, when they are on the way. И мы задали вопрос, когда люди используют смартфон для прослушивания радио, собственно, по большому счету, в основном они пользуются в дороге. And that means when they are outside a Wi-Fi area, it's maybe more costly than when they are in a Wi-Fi area. И также мы должны помнить о том, что, возможно, если они вне охвата сети Wi-Fi, это стоит для них больше, чем если они And then the question was, how listen people to their radio on the smartphone? So what do they use? And most of them use the apps of the broadcasters, the radio apps, but more than half of them don't listen to radio on the smartphone, and that's an alarming figure. Следующий вопрос был, каким образом люди слушают радио. Часть из них ответила, большая часть слушает, используя приложения, созданные самими радиостанциями либо агрегаторами, но многие вообще ответили, что радио совсем на смартфонах не прослушивают. So let's try to name some of the challenges, but also to try to come up with some answers. Давайте назовем некоторые вызовы и также и ответы попробуем сейчас найти. So one thing are, in our view, web radios. Are they a big competition or are they a disaster for the traditional radio? That's the question. Один из вопросов, который хотелось сейчас обсудить, это вопрос, связанный с веб-радио. Являются они угрозой для традиционного радио или это какой-то хороший положительный тренд для традиционного радио? So this is nothing new, that out there are tens of thousands different radio channels available all over the world. You just click into the internet and you can choose your own private or your favorite music, and
like it could be very narrow, but there are really thousands and thousands out there. It's a big competition. Но я ничего нового сейчас не скажу. Вы все знаете, что, собственно, десятки тысяч радиостанций различных доступны онлайн. Возможно, у них очень узкие форматы, но, собственно, доступность очень большая и очень высокая конкуренция. Well, of course, the quality is maybe not good enough for some, and the mobile networks, if you're consuming it over a mobile network, are normally not strong enough to cover a live radio. Ну, собственно, что здесь нужно упомянуть о том, что, возможно, качество не самое высокое, особенно если пытаться слушать такое радио вне Wi-Fi, пользуясь мобильными сетями, And we already mentioned it. It could be very costly when you listen to live radio, streamed live radio outside a Wi-Fi area. Ну и уже сегодня упоминалось о том, что может быть очень дорого слушать потоковое вещание, если пользуетесь мобильной сетью не Wi-Fi. But the other thing is, one day has still only 24 hours. Ну, еще нужно помнить о том, что не всего 24 часа. So it's a very easy calculation that the more offer and radio stations you have, the less you have for your own station. So this is, and that means that the struggle for visibility and for audience will become more and more harder. Ну, собственно, очень простой расчет. Здесь можно сделать, что чем больше всего предложения, да, на рынке, чем больше радиостанций доступны, тем меньше времени остается на прослушивание вашей радиостанции, поэтому пользователь очень большой. And I brought you only two very extreme examples from our members. So, for example, Polskie Radio is able to run 100 different web channels, different music channels. It's an amazing number. And, for example, ARD in Germany, they are not allowed to do any other channels than what they're doing on FM and on digital radio. So that's the extreme. И я, собственно, привожу здесь два крайних примера, которые, собственно, представляют наши члены, которые у нас в организации присутствуют. Польские радио, например, у них 100 веб-каналов, то есть очень большое разнообразие, а АРД немецкое, им не разрешено вообще, собственно, такого интернет-вещания. So what I want to say is that there is no recipe, no guarantee that if you flood the market with your own web channels, it will be good, or if you're not allowed, it will be bad. So everyone is trying to look for a solution in his own market. Что я хочу как раз этим сказать, то, что никакого одного рецепта нет, нет положительного ответа о том, что если вы весь рынок заполните своими каналами, это вам поможет каким-то образом, или наоборот, если вы примете решение совсем не пользоваться веб-каналами, никакими не выпускать, то это может быть вам каким-то образом поможет. Собственно, каждый пытается здесь принимать решение на свой страх и риск. So web radios are the one thing. The other thing are the aggregation platforms. You know them all. Ну, собственно, веб-радио – это один из примеров вызовов, а второй вызов, собственно, это платформа, как все знаете. So what to do with them? They are, of course, also a big competition to a broadcaster, be it on FM or be it on a web radio. So what do you do with these aggregation platforms? Собственно, что делать с ними? Это, конечно же, большая угроза для радиовещания. Каким образом пытаться ответить на этот вопрос? So do you ignore them, or do you fight them, or do you collaborate with them? Игнорировать ли их, бороться ли с ними, сотрудничать ли с ними? Very quick. So we see different strategies with our members. И мы видим также, что члены нашей организации, они разные стратегии выбирают. Most of them decided to collaborate. Большая часть из них приняли решение сотрудничать. For example, Polskie Radio. Polskie Radio runs its own exclusive YouTube channel. Ну, например, Польское радио, они, собственно, запустили свой собственный эксклюзивный канал на YouTube. So we are talking about radio. Can you see videos? Собственно, мы, как вы понимаете, это радио, а видим это видео. In this case, it's a win-win situation. The win for Polskie Radio is they don't have money to build up an IT hardware infrastructure. Собственно, здесь ситуация, в которой все выиграют. Выигрывают. У этой радиокомпании нет возможности свою собственную, нет финансовой возможности, свою собственную IT-инфраструктуру выстроить для такого вещания. So they use the infrastructure of YouTube. Собственно, они пользуются инфраструктурой, которая уже встроена в YouTube. Without paying. Бесплатно. The win for YouTube is they get a lot of content for free. Каким образом выигрывает в этой ситуации YouTube? Они получают очень много контента бесплатно.
And because Polski Radio knows that their audience is already on YouTube, they know they will reach their audience. Поскольку польские радио знают, что их аудитория уже смотрит YouTube, они знают, что таким образом они смогут охватить свою аудиторию. In our view, EBU view, there's only one little problem. С точки зрения Европейского вещательного союза с этим есть только одна небольшая проблема. This is a question of rights. Because as we see, Polski Radio gives all the rights to YouTube and the rights are gone. Собственно, это вопрос, связанный с правами. Как мы видим эту ситуацию, Польское радио передает в такой ситуации все свои права. И права, собственно, как бы не исчезают, а, собственно, предмет прав он уходит. And especially in music, in high quality music, rights are a good which is sometimes paid for very much. А что касается, собственно, прав на качественную музыку, это своего рода товар, не своего рода, собственно, товар, который стоит очень много. And in contrary, we see another tendency, for example, with the BBC. The BBC, Radio BBC, is building up its own stock, its own archive of music videos to have their own rights on them. И пример совсем противоположный, это пример радио BBC. Они, собственно, собирают свой собственный архив музыкальных видео, чтобы сохранять на них права. То есть они будут правовые. But on the same time, BBC, as you see here, that's a playlister application of BBC, very new. They work together with, for example, with Spotify. Ну и пример, который мне хотелось также привести в связи с BBC, это плейлисты, это новое приложение BBC. Они начали работать вместе с Spotify. So this playlister works like this. You have, for example, the professional music presenters at BBC. They offer you their playlists. You can choose. Собственно, как это работает? Есть ведущие профессиональные музыкальные ведущие, которые работают на BBC. Они составляют для вас, предлагают вам свои плейлисты. Of course, you can put together also your own private, personalized playlist. Также можно собрать и сохранить свой собственный персонализированный плейлист. And then you can export your playlist to your own Spotify account. А затем можно экспортировать тот плейлист, который вы создали, в свой аккаунт Spotify. The reason for BBC why they are doing this is they only count that the content there is branded with BBC. That's important for them. Собственно, почему BBC это делают, и что для них важно в этой ситуации, то, что весь контент, он брендирован BBC. Это то, что для них важно. So their strategy is be on every platform, but with your own branded content. Собственно, их стратегия заключается в присутствии на каждой платформе, но со своим уникальным брендированным контентом. This is an example from Radio France. Вот это пример Радио Франс. It works more or less the same like the playlister. It's called RF8. And you have also there pre-configured playlists which you can export, let's say, to YouTube and other accounts. Собственно, вот это пример из Франции, RF8. Принцип примерно тот же самый, что и на плейлистах. Также есть какие-то плейлисты, которые вы создаете, и можно их экспортировать, например, в YouTube или какие-то другие. And it's also an online player. You see here, you can play, stop, and so on. It's an online player, and it's all archive material of Radio France. Также туда встроены онлайн-плеер, и, собственно, весь контент, который там, это архивные материалы Радио Франс. So this is how bigger radio stations try to react on the trend that they are big aggregation platforms, so they try to collaborate with them, but be with their branding on these platforms as well. Ну, собственно, вот таким образом крупные радиостанции работают с такого рода контентом, они свой брендированный контент предлагают уже существующим хорошо функционирующим платформам презентерам. But we have a more basic question. Okay. The question is, how visual is radio today? You see here an example from Polski Radio. It's a young station of Polski Radio, and they stream their radio shows live in the internet as a video. So is this still radio? Собственно, возникает следующий вопрос, связанный с тем, насколько визуальным становится тот контент, который предлагает своим слушателям, своим потребителям радиостанция. Вот это пример, опять же, польского радио. Они в эфир полностью подают и, собственно, визуальную часть радиошоу. Yeah, that's it. So, and we have the same thing in Netherlands. That's 3FM, for example. They also do their live radio shows
on a video player in the internet. Ну и, собственно, следующий пример, как подобные 3FM, они находятся в Голландии, их радиошоу в прямом эфире. And not only on the internet, they have it also in the morning on TV. So radio goes TV. И не только в интернете, также по утрам у них утренний эфир, у них телевизор, то есть, собственно, телевизор, радио. And I asked the editors there of 3FM, so do you do a radio or do you do TV? Well, what are you doing? And they told me, it is radio. We really concentrate on radio. That's our main audience. Of course, we show it on the TV, but it's still radio. But in my view, it's somehow merging. И я спросил коллег из 3FM, собственно, как они видят тот продукт, который они производят. Является это радио, является это телевидением, что это такое? Они, собственно, концентрируют себя как радио, они следуют как радио, а, собственно, остальные дополнительные способы показа, это просто какой-то дополнительный. Кристиан говорит, что он считает, что это не просто. So maybe we talk about radio vision and no longer about radio and television. So it's radio vision, a new medium. То есть, возможно, мы уже о новом даже СМИ говорим, это не радио и не телевидение, а радиовидение. Another example from Belgium. This is the French-speaking part of Belgium, RTBF. They do also an online player, and you see here in the player, and they have a deal with the music right holders in Belgium. So whenever they play a music hit in radio, it's simulcast stream in the internet. They play the professional music video on the internet. Собственно, еще один пример. Это РТБФ, это Бельгия, франкоговорящая часть Бельгии. У них есть договоренность с обладателями, с правообладателями, и когда в эфире на радио идет какой-то музыкальный трек, то здесь в онлайне одновременно идет симулкаст видео, профессионального видео, то есть официального видео того же трека. So this is a very attractive radio video player, not only showing the cover of a song, but really showing the professional video. Собственно, вот это такой очень привлекательный радиоплеер, радио-видеоплеер, где не просто обложка альбома, да, показывается во время проигрывания трека, а и, собственно, само профессионально сделанное видео на этот трек. And of course, they use the other possibilities. They insert text, so they have the weather. They can do traffic information. They can do the little news here. So they use also the text possibilities of an online player. У них, собственно, также встроены туда и тексты, возможность демонстрации текста, соответственно, они показывают там погоду, показывают движение, автомобильные пробки, да, и, собственно, какие-то небольшие новостные отрывки. То есть они используют возможность и показывать там же текст. And the last example of, let's say, radio vision is here NPR, National Public Radio in the US. Еще один пример, давайте назовем это все-таки радиовидение, это пример NPR, национальная National Public Radio в США. And radio is also doing videos, but they concentrate on single events, like it's called a tiny desk concert. So every week comes a musician into the editorial room of NPR and plays unplugged one or two songs, and they do an interview, and this they put on the internet as a video. Собственно, вот один из таких форматов, которые они выдают в эфир как видео контент, это то, что называется tiny desk concert. Это такой формат, когда какой-то музыкант приходит к ним в студию, играет 2-3 песни unplugged и показывается в интернете. So it's very clear that radio is no longer audio only. That's a fact. Собственно, это уже факт, совсем полностью очевидно, что радио перестало быть только аудио. And the other thing is, radio is no longer a one-way communication. Собственно, и также стало абсолютно ясно, что радио перестало быть медиа, которое устраивает. So, of course, all the social networks are involved. And this is an example from Sweden, Swedish Radio, and the Facebook account of Swedish Radio. Собственно, конечно же, используются все социальные сети. Здесь приведен пример из Швеции, шведское радиовещание, это их Facebook. And you see, they include also video. This is just a video making thing of the radio part. И как вы видите, они также включают видео, это, собственно, съемка видеосъемка радийной части. With the social networks, there are two problems. You have, first of all, you have to have more staff, more personnel to follow up all the social media accounts you have.
Собственно, две проблемы связаны с работой с социальными сетями. Первое – это то, что нужно намного больше сотрудников для того, чтобы адекватно работать со всем контентом, который возникает, и, собственно, с теми комментариями, да, слушателей, которые возникают в рамках деятельности в социальных сетях. Because, as you may imagine, your audience expects a quick response. Потому что, как вы понимаете, ваша аудитория ожидает достаточно быстрый ответ. And the other thing is, on which platform you should be. Are you only on Facebook, or do you go on Twitter, on the other platforms as well? So how do you put your resources? How do you organize this? And are you sure that you reach the most audience on which platform? How do you know it? Ну, следующая проблема связана с тем, каким образом выбирать место приложения усилий. Вы работаете только в Фейсбуке, и Твиттере, каких-то других платформах, и как вы выбираете, какая платформа больше соответствует тому, той аудитории, с которой вы работаете, насколько вы можете обеспечить более качественную охват своей аудитории. So the real challenge is to organize yourself, to get the technology, but also to organize internally the workflows, because you don't have endless money. So it's all about really good organizing internally your workflows in order to get your content on as many platforms as possible. Поэтому очень серьезный вызов связан именно с процессом организации работы, каким образом качественно приложить те ограниченные ресурсы, которые у вас есть, чтобы охватить аудиторию максимально с учетом разного рода социальных сетей. And we see new software products coming on the market trying to address this need, that you produce your content once and spread it to different platforms. Но сейчас мы видим, что на рынок приходят новые продукты, новое программное обеспечение, которое как раз старается решить эту проблему, чтобы контент был произведен только один раз, но при этом он может быть запущен и опубликован на разных социальных сетях. But maybe we have in future only one distribution platform left, which is the internet. Возможно, кажется так, что в будущем останется только одна платформа дистрибуции радио — интернет. But I say only just follow the money. It's only a question of costs, and that's the reason why, in my opinion, or in our opinion at the EBU, the internet will never replace broadcast totally. На мой взгляд, и на наш взгляд, на взгляд Европейского вещательного союза, нужно, собственно, смотреть, где деньги, и, собственно, решением становится очевидным, что никогда интернет не заменит полностью вещание. We have till now 3 studies from 3 countries which prove this very clearly. For example, here in the Netherlands. Мы провели на настоящий момент 3 исследования в 3 странах, которые очень четко это подтверждают. Собственно, вот пример из Голландии. So I don't want to bore you with all the figures, but the message is that if you want to do the broadcast only with mobile network, even with LTE, with 4G, you need more than 1,000 times more transmitters than with a DAB or with an FM solution. Ну, собственно, не хочу вас сейчас заваливать таким, чтобы вы не заскучали, но очевидно, что при попытке организовать вещание с использованием формата LTE и 3G нужно по меньшей мере 1000 раз больше передач, чем при вещании. The same thing in Sweden. If you want to have the mobile network as an alternative for broadcast, the prices for mobile data should have to go down by 96%. Ну и тот же самый ответ было исследование в Швеции для того, чтобы организовать вещание в эфире, вещание с использованием мобильных сетей, цены на единицу данных, загрузки данных с мобильной сети должны упасть на 90%. And a very recent study from Germany, it shows it very clear that even if you use this EMBMS, that's the broadcast mode of LTE, even you use that one, it's 35 to 40 times more expensive than digital radio. Ну и последний недавний пример из Германии, где говорится о том, что если мы используем EMBMS, это вещательный режим использования LTE, все равно расходы примерно 40 раз выше, чем расходы на электричество. So what is the solution? So we promote, as EBU, we will have to find a combination between internet and broadcast. Broadband and broadcast, that's the solution, and we name it hybrid radio.
Собственно, мы, в смысле, Европейский вещательный союз, видим решение именно в сочетании этих двух вариантов дистрибуции, то есть это сочетание широкополосного интернета и вещания. And one core battlefield will be the car industry in the future. Собственно, одно из полей битвы это индустрия производства автомобилей. So we think that the future is here. It's the hybrid thing, the connection between broadcast and broadband. И мы считаем, что будущее как раз в этом, в гибридном варианте вещания через эфир и через широкополосный интернет. And there are a lot of studies, and we already know that certain services can be done very much cheaper with broadcast, and certain other services are best done with broadband. И у нас сейчас уже есть исследования, которые подтверждают, что какие-то услуги, какие-то сервисы можно доносить до нашего клиента более дешевым способом через интернет, а какие-то через эфир. So the green ones here on the slide are all services which can be done by broadcast, and this means one sender and thousands, hundred thousands of receivers, and this is a very cheap method to distribute such information. No, green is broadcast. Собственно, то, что помечено зеленым цветом, это то, что более дешевый способ доставки до клиента, это через эфир. Okay, so it's all about to combine the both things, and just to give you an idea, industry is working on this already, and we expect that we have maybe next year the first devices which really connect broadband and broadcast. Ну, собственно, мы сейчас можем сказать, что индустрия, радиоиндустрия, вообще производители девайсов уже работают над этим, возможно, на будущем сочетают как раз эти два варианта, помогают гибридным способом использовать радио. Эфирное радио и широкополосное. And car industry is one, and the next battlefield, or the second biggest battlefield, is in our smartphones. Собственно, сейчас речь шла о индустрии автомобильных производств, собственно, там работа уже ведется. И следующее большое поле битвы – это наши смартфоны. So EBU has started a smartphone initiative, and it's about 3 points. Европейский вещательный союз начал инициативу, связанную со смартфонами, касается она 3 моментов. So we call it smart radio. Why do we do that? We think the free-to-air aspect is very important to guarantee also in the future that you as a consumer, so that the audience has a free-to-air access to radio. Собственно, назвали мы эту инициативу «Умное радио». Почему связано с радио? Потому что мы наставим прежде всего почему так называется? Потому что мы наставим, во-первых, на сохранение открытого вещания, то есть бесплатного вещания для потребителя. And because smartphones and tablets are becoming more and more important, radio, free-to-air radio, has to be in these devices. И поскольку смартфоны и планшетные устройства становятся все более важными в нашей жизни, эфирное радио, бесплатное радио должно быть абсолютно. And therefore, the future is the hybrid thing, broadband and broadcast. И поэтому будущее, конечно же, в сочетании вещей, передачи контента радио через интернет и через. And we have a memorandum of understanding, and we have already 19 signatures all over Europe, and public service broadcasters and commercial broadcasters are following this line. Собственно, уже был подписан меморандум о взаимопонимании, и 19 вещателей по всему Европейскому Союзу подписали как общественные радиостанции, так и коммерческие. And we see the first devices on the market. So this one is from America. It's called Next Radio. И мы уже видим сейчас устройства, которые появляются на рынке. Это из Америки, называется Next Radio. And they have developed an application with which they connect FM and the internet. И они разработали приложение, с помощью которого можно сочетать FM-вещание и интернет. So the now playing, so the live radio comes via FM, and the pictures and all the other metadata come from the internet. Собственно, само вещание в данном конкретном случае получается с помощью, принимается с помощью FM-приемника, а все, что связано с визуальной поддержкой, это через интернет. And in Western Europe, we have since a few weeks a new Samsung Galaxy device on the market, which does the same thing. И в Европейском Союзе несколько недель уже доступен на рынке девайс Samsung, одна из
в рамках линейки Galaxy, которая делает то же самое. So you have cost-free live radio listening via FM plus your additional data from the internet. Собственно, что у нас там сочетается, конечно же, система вещания через бесплатное вещание и данные через интернет, которые, получается, добавляются туда. And the interesting thing is, because you have data from the internet, like pictures, you can also insert links, and you can click on it, and then you can also monetize it. You can do commercials with that. Что здесь интересно, то что, поскольку получается метаданные, визуальная часть через интернет, туда можно встраивать линки, и, соответственно, можно таким образом работать над монетизацией. It's also interesting for the consumer. We made tests. How long does a device, a smartphone device, run when you stream your radio via 3G or via the mobile network, and how long does it run when you listen only with your FM chip in it? And it's obvious that 6 hours only with the mobile network and 48 hours with FM. So that's very obvious for you as a consumer as well to tend to listen to radio with FM and not while streaming. Собственно, для клиента, для получателя, для слушателя это тоже очень важно. Почему? Потому что при прослушивании радио через 3G батарея работает в среднем чуть меньше 7 часов, в то время как при прослушивании радио через FM, прием через FM-чип, время прослушивания увеличивается значительно до 48 часов. And the last thing, as from a consumer's view, we have in Western Europe is that an average of about 500 MB as a monthly allowance in your data package, and if you use streaming, you exceed it by far much. So in streaming only radio, we don't talk about videos. Собственно, что также важно для потребителя, это то, что в Европе в среднем примерно 50 мегабайт является это отсечка пакеты, которые включаются с вашей мобильной связью, соответственно, всего 8 часов прослушивания, и это при условии, если вы слушаете только аудио, So we say this is a radio, you can also take calls with it. Okay, what do we learn? Итак, что мы узнали? I would say there are a few to-dos if you want to do a multi-platform strategy with your radio. You have to be very much aware of the technology, that the technology serves all the different platforms you want to address, and of course it's also a question of costs. Especially for commercial use, but also for non-commercial radios, we need to have a new currency. I mean, a new currency which adds listenership through broadcast and listenership through online and other means. So you have to have it in one currency, otherwise you can't monetize it. Собственно, особенно для коммерческих радиостанций это важно, но также для общественного вещания нужно вести своего рода новую валюту, которая учитывает не только эфирное прослушивание, но и онлайн-прослушивание, чтобы лучше отражать ваши цифры прослушивания с точки зрения монетизации. From an editorial view, you have to learn and to practice how to tell stories differently, to use your live aspects, to use your non-linear aspects of radio and internet, and to juggle and to play with it, so telling stories will be differently. Собственно, с точки зрения редакторской, нужно научиться с учетом того, что если не новые нелинейные, новые способы рассказывания истории, которые интернет предлагает, чтобы ими воспользоваться максимально, And I think there is no other choice as to follow your audience instead of waiting that your audience follows you. Ну и, на мой взгляд, нет совсем никакого выбора, нужно обязательно следовать за вашей аудиторией, а не ждать, когда аудитория пойдет за вами. So you have to know where your audience is. Поэтому нужно всегда знать, где же наша аудитория. And in summary, I think radio still has a bright future, and it's not a disaster. И как заключение хочу сказать, что, на мой взгляд, у радио все-таки есть светлое будущее, пока катастрофа не произойдет. Спасибо.
вопросы, но, может быть, сейчас потом маленький перерыв, потом еще будут продолжения. Вопросы есть? Yeah, that's a big challenge. You have to reach them, and I think doing good radio and this will spread the message somehow, and you have the chance to attract them in the internet and try to drag them on your radio station, either be it FM or on the online. But it's also a money issue. So I think as long as we don't have broadcast chips really in all smartphones, so for example the iPhone doesn't have a broadcast chip, we have a problem. Ну, да, это сложная достаточно ситуация. Ну, во-первых, нужно стараться хорошо делать свое радио, чтобы до них дошла информация о том, что это интересно слушать. Это во-первых. Во-вторых, нужно что-то делать в интернете такое, что через смартфоны может привлечь к вашему радио также. Ну и, конечно, технологический вопрос тоже здесь важен, потому что, например, в айфоне просто нет технологической возможности радио, в силу отсутствия FM-чипа. So for example, I've seen a viral campaign with videos in the internet showing that on one side someone listens to his music or even his radio stations on his smartphone, and at the end of the month the bill was very high because he had no FM chip in it, and compared to another guy, his friend, who didn't pay a lot of money because he had an FM chip in it. So we can also do campaigning like this just to compare the costs. Ну, собственно, сейчас уже вот онлайн есть такие видео, viral видео, не знаю, как просто называется, которые все друг другу присылают, да, где речь идет о том, что кто-то слушал радио с использованием, собственно, данных, вирусное, спасибо большое, вирусное видео именно. И речь шла о том, что, собственно, очень большие расходы у человека в месяц, а другу его, собственно, такого счета интернет не было мобильный, потому что он пользуется в телефоне, у него есть FM-чип. Ну, то есть, собственно, какого рода такие информационные компании, пиар-компании уже можно тоже делать. Еще вопрос? Какой-то вопрос в этой связи или просто хочется посмотреть? Это технический университет Мюнхена проводил исследование. На английском и на немецком это исследование есть. And the switch. У нас слайды будут, как вы знаете, как вы все знаете, у нас всегда потом презентации все есть на сайте, да? Ближайшие. На английском или на русском, как думаешь? Okay. Okay. In English then. Christian, you mentioned about the absence of FM chips in phones, but I'm shocked that there's complete absence of DAB plus chips in phones. And if we want people to start using it, we should not be hoping for them to change their cars, which will take many years, but they change their phones much faster. And I don't see anybody lobbying for DAB chips, which are so cheap as a basic unit, as a basic chip,
to be introduced in mobile phones. And can the EBU do something about it in lobbying for that? Я очень коротко приведу вопрос. Кристо возмущен тем, что DAB-чипов нет в телефонах, хотя это очень дешевая технология, и это как раз очень большая проблема, связанная с тем, что именно с расходами, то есть если мы хотим, чтобы люди пользовались этой технологией, почему мы не внедряем эту технологию вместе с индустрией, возможно, Европейский вещательный союз может что-то сделать по этому поводу. Samsung has on the Korean market DAB chips, which can do DAB Plus as well, but they are not willing till now to put it on the European market. So the devices are already there. With these devices on the Korean market, you only have to change the software because the frequency spectrum in Korea runs a little bit different than it in Europe. And we had high-level talks with Samsung, and the first effect was that they put the Galaxy Express on the market with FM and with the Radio DNS software connecting the internet. So we see this as a first step. They didn't know about the huge numbers of the radio market. That was one problem. And the other problem in Samsung and with the car industry is that the guys who do the connectivity with IP don't speak to the guys who do the broadcasting. Two different teams competing, not talking to each other. And within Samsung and within the car industry. And the other thing is, of course, EBU is lobbying this very much, and we try to convince manufacturers and mobile network operators to insert the double chips, so analog and DAB, because you don't have everywhere DAB coverage, but you have everywhere FM. So in order to guarantee the transition period from analog to digital, we have to be the double chip. That's what we're doing. Я сейчас очень коротко скажу, значит, что странно то, что на корейском рынке Samsung в принципе эти чипы устанавливает. И недавно были проведены условно успешные переговоры, и на рынок был выпущен телефон Samsung Express, который, собственно, этот чип содержит. Собственно, я так понимаю, что основное, just a reminder, the deal was that they are not aware of the numbers of the market as well. Собственно, производители Samsung были не в курсе того, какие цифры по слушанию радио в Европе присутствуют. Собственно, с этим было связано решение не устанавливать чип в телефон. Но самое важное сейчас, насколько по пониманию Европейского вещательного союза, это добиться установления двойного чипа. Чипа, который позволяет принятие цифрового вещания, и чипа, который позволяет принятие аналогового вещания для того, чтобы установить провести гладкий период транзиции, перехода. Was it correct translated? Yes, indeed. Always. Извините, речь идет и о телефонах, и о машинах. Да, извините. Okay, so we target two parts. We target the car industry because we see them as very important in the whole battle for digital radio and hybrid radio. And there is a slightly improvement. So we see, especially in the UK, now 45% of the new cars have DAB line fitted in. So this number is growing. And we see in Europe, the only problem is France. So France has no digital radio concept, and the car industry says, okay, what do we do with the French market? So Mercedes, BMW, Volkswagen, they produce not only for Germany and all the rest, but they produce also for France. So that's the problem, and Radio France has a new president right now, and we try to convince them to step further. Car industry is the one. Собственно, проблема состоит из двух частей. Первая, это связано с производством автомобилей, прежде всего. В принципе, на Великобритании, например, около 50% машин, которые производятся, они уже, собственно, оборудованы 50% cars in the UK? 45% машин оборудованы этими чипами. Но в то же время у производителей возникает проблема с другими рынками, потому что во Франции, например, там совсем нет концепции цифрового вещания, и машины продаются и там, в числе прочего. Но сейчас ситуация, возможно, изменится, потому что Радио Франции новый президент, и
And one aspect to convince the car industry is also traffic security, because with digital radio you can have more precise traffic information than with FM. That's very clear. So one example, with FM and the TMC standard, you can say there is a traffic jam between highway exit A and B, but with a TPEC standard in digital radio, you can precisely say at kilometer 165 there's a jam. And this is very much important for traffic security, and we have also an agreement with the European Commission, and they want also to promote this digital radio thing throughout Europe. So this will come. Собственно, еще очень важный аспект, который связан с цифровым приемником в машинах, это безопасность автодвижения, потому что при FM-вещании можно указать на то, что есть пробка где-то между поворотом, между двумя поворотами условными, в то время как при цифровом вещании можно намного более точно, на каком километре трассы присутствует вот эта пробка. При этом есть и политическая воля, Европейская комиссия заинтересована в этом, поэтому, собственно, есть достаточно большая уверенность, что это произойдет, введение произойдет. So traffic issues could be also very interesting for Russia. Ну и вопросы, связанные с пробками, конечно, для России могут быть очень интересны. And the other big thing are the mobile network operators and the smartphones. So we see the mobile network operators as gatekeepers in order to get the broadcast chips into the smartphones. Второй большой вопрос – это операторы мобильных сетей, потому что, по большому счету, они держат ключи от тех дверей, которые связаны именно с установлением чипов по телефону. We are already in talks with them, and there are two major arguments. First of all, they will lose on the short run. They will lose a little bit business, because if they accept to have broadcast chips in there, they will not get the business with the streaming which is run today. So they will lose a bit money, but in the mid-run they will get a bigger business because of the hybrid services. There are a lot of hybrid services, and they will give them more business. That's one argument, and the other argument is today the networks are really congested and they have problems, especially when there are traffic jams or when there are little catastrophes. Even when a little storm is, the mobile network gets down. Or if there is a terror attack or something, a minor thing, the network is down. So it's not reliable. So they need time and money to expand their networks, and they don't have the time and money now, and so it will relieve them in their time pressure. Собственно, два момента, связанные с операторами мобильных сетей. Первый – это то, что они боятся в краткосрочной перспективе, сейчас ведутся с ними уже переговоры, они боятся в краткосрочной перспективе утратить какое-то количество доходов в связи с тем, что потоковое вещание не будет проходить через телефоны. В то время как понятно, что в среднесрочной перспективе, с учетом метаданных, визуальных данных, которые при гибридном вещании будут загружаться пользователями, в принципе, доходы не будут потеряны. И также важный момент связан с тем, что сейчас мобильные сети падают при любых сложных ситуациях, небольших или крупных, и у мобильных операторов фактически нет возможности их апгрейдить до такого уровня, чтобы не было технических проблем, которые возникают при условии шторма, в то время как при установлении FM-чипов даст им такой проблем. And just to end it's not a controversy, so the thing is to work together, to get the benefits out of both systems, to get the benefit of the broadcast and the benefit of the broadband. Ну, собственно, и это не является противоречием. Смысл как раз заключается в том, чтобы работать над обеими системами, которые друг другу не противоречат, сочетать их таким образом, чтобы получить плюсы и с той, и с другой системы. Давайте тогда прервемся, да? И потом возвращайтесь, собственно. Через 15. Okay, hello everybody again. Давайте снова здравствуйте. So the subject now is to talk a little bit on online radio and web radio. Сейчас мы немножко поговорим об онлайн и веб-радио. And I tried to come up with two different, let's say, categories. One is if you have an FM station and if you do something in the internet, and the other thing is if you have a web-only radio station. Собственно, я постарался на две такие основные темы разделить этот разговор. Если у вас есть FM-радиостанция, это первая тема, и вы пытаетесь что-то делать в интернете. И вторая тема, это если у вас только исключительно онлайн-станция. So there are, in my view, a few basic questions
and starting first with the FM station, having an internet online thing. So what is the added value of your station? That's, I think, the core question you have to answer if you do something on the internet. Ну, собственно, сейчас мы поговорим сначала поговорим об FM-радиостанциях и об их работе онлайн. Основной вопрос, который вы должны себе задать, какую дополнительную ценность вы несете, привносите, в работу своей радиостанции, работая онлайн. So, looking on an FM station, it's linear radio, live linear radio. You have music, you have text, talk, everything, but it's linear. Собственно, FM-радиостанция — это линейное вещание, у вас есть там разговоры, есть музыка, есть реклама, но все это по времени выстроено линейно. Of course, you can do the same thing on the internet, just stream your radio live on the internet. То же самое, в принципе, можно делать и в интернете. Просто потоковое вещание организовать из своего эфира в интернете. But the added value could be podcasts, so little audio files which are non-linear. Собственно, дополнительная ценность, которую вы можете, дополнительная значимость, продукт, который вы можете создавать, это подкасты, то есть вырезанные кусочки эфира, которые вы можете также выкладывать онлайн. So that means you single out some of your content and you offer it beside the live stream, beside the live radio broadcast, you offer it to your audience. Собственно, вы выбираете какой-то более важные, значимые элементы контента вашей радиостанции и помимо потокового вещания предлагаете это еще также радиослушателям в эфире, на сайте. So we see different types of podcasts all over Europe. We see one-to-one radio program just cut into pieces. Собственно, в Европе разного рода подкасты работают сейчас, разного рода форматы подкастов. Есть просто вырезанные один в один кусочки эфира. We see other broadcasters who do only summaries with their podcasts and try to attract people to listen to their live program. Другие вещатели делают такое краткое изложение, summary контента, который выпускают в эфир, своего рода такие тизеры, чтобы заманить людей в эфир слушать эти программы. And there's even a discussion with some maybe Nordic broadcasters in Sweden and Denmark that they produce podcasts first and then produce a live program out of these podcasts. И, собственно, сейчас уже даже такой немножко экстремальный вариант возник. Это прежде всего на севере, в Швеции и в Норвегии. Сначала готовится, продюсируется подкаст, а потом на его базе готовится эфирный материал. So technically spoken, you have a lot of possibilities with podcasts. The other part is, do you have the rights for this? Собственно, с технической точки зрения очень много разных вариантов можно использовать для подготовки подкастов. Другой вопрос важный, есть ли у нас права, которые необходимы для того, чтобы выпускать эти подкасты. Maybe the situation on the Russian market is different, I don't know it, but we have in Europe, in Western Europe, we have issues like if a freelancer produces a program for a live radio stations, he tends to want extra money if his content is offered as a podcast. Собственно, не знаю, каким образом стоит ситуация в России. Я вообще, в принципе, не очень хорошо российскую ситуацию понимаю в этом смысле, но в Европе следующая проблема возникает. Если журналист-фрилансер создает какой-то контент для радиостанции, который подается в эфир, а затем радиостанция хочет это запустить в качестве подкаста еще, то тогда часто создатель просит дополнительные деньги за этот контент. The other thing with podcasts is if you use music, there is a big issue in many countries that the right holders for the music want also extra money for it, and therefore a lot of broadcasters who offer podcasts don't have music in it. А вторая проблема — это если вы используете музыку в эфире и потом хотите использовать в подкасте, то правообладатели часто хотят, конечно, не часто, а всегда хотят также дополнительные авторские выплаты. А в этой связи большая часть подкастов, которые мы видим в Европе, они музыку не используют. So this is the problematic maybe with podcasts, we can discuss it later. The other thing is the advantage of having something online is you can share your content. You can share it to any social network you have available. Ну вот коротко о подкастах, если есть вопросы, можно вопросы задать немножко позже. Но, собственно, основной плюс, который связан с выпуском подкастов, с выкладыванием подкастов на сайт, это то, что этот контент онлайн всегда очень можно легко слово русское не знаю, поделиться, расшарить в социальных сетях. For both things, for sharing content and also for podcasts, you have to have the technology behind to do this.
So either you have a lot of staff and they cut it by hand, or you have an automated software which cuts your content in these pieces. Собственно, для производства подкастов также важно иметь технические возможности. Либо это у вас много персонала, которые сидят и режет запись эфира на подкасты, либо у вас есть какая-то автоматическая история, какой-то софт, который автоматизированным образом режет как бы на кусочки. And especially if you talk about sharing content, you have also two possibilities. Either you share only a link, or you share an audio file. И когда речь идет о том, чтобы размещать этот контент в социальных сетях, есть два варианта. Можно либо сам аудиофайл выкладывать, либо ссылку. In both cases, it's important for you that the sharing transports also your brand, so that the others who get the shared content or to get the shared idea, that they receive also your branded name of your station or of a program. Otherwise, it's lost. Очень важно также при использовании, при работе с подкастами каким-то образом брендирование туда включать, потому что если вы бренд свой туда не включили и дальше пошла каким-то образом вирусное распространение вашего контента, то ваш бренд теряется, соответственно. And we see with some broadcasters, I mentioned this before, that's Polskie Radio. They do, especially in internet, a lot of more channels. So they have on the FM, Polskie Radio has about 6 stations, and they run around 100 different web channels. Ну и, как я уже приводила раньше пример, есть такие вещатели, которые, например, вот Польское радио, у них 6 FM-каналов и более 100 каналов в интернете. But these web channels are highly automated. It's only a machine putting music together, and that's it. Эти каналы, они высоко автоматизированы, это просто машины, которые собирают вместе плейлисты. And most of our members, or I think every member, every radio station develops a sort of app, a radio app. Either it's a responsive design of your website, or you have developed a special app for Apple or Android. Собственно, как вы наверняка знаете, почти все радиостанции разрабатывают свои собственные приложения для Apple и Android систем. И либо это может быть русский термин, я забыла, когда веб-сайт настраивается в зависимости от того, с мобильного девайса на него выходит или мобильная версия сайта. And we issued a report on more than 500 different apps. You can access it on our website. We can give you the link there. So it's a big report and analyzing more, I think around 500 different radio and media apps in different categories and why they are successful or not successful, and how do they use sharing possibilities or not, how they use the direct contact to the studio, how much money they invested. So it's a very interesting report, and I can really recommend it to you to read it. И мы, Европейский вещательный союз, выпустили очень интересный доклад по поводу того, каким образом радиостанции пользуются приложением, какого рода они приложения выпускают. Примерно 500 приложений разных радиостанций было проанализировано. Ссылку я могу вам дать, вам даже, может быть, она видна, да, ссылка есть. Там речь идет о том, каким образом, сколько денег было вложено в разработку этого приложения, каким образом устанавливается связь со студией, есть она или нет, и, собственно, насколько успешны или неуспешны эти приложения. Очень рекомендую прочитать. So, web channels and apps are one part of your FM station, but we have another point and another topic to face. Собственно, веб-каналы и приложения для мобильных устройств — это еще один из моментов, который связан с вашим вещанием онлайн. Но есть и очень еще один важный момент. What I'd like to show you with this map is not everywhere here is internet available. Но что я хотела бы вам показать на этой карте, что не везде доступен интернет. Especially when you go outside big cities, the availability of internet goes down. Not only in Russia, all over Europe. Собственно, и не только в России, но и везде в Европе, если вы выезжаете за пределы больших городов, то возможности доступа к интернету, конечно же, уменьшаются. So you have to bear this in mind, that not everywhere you can reach your audience via your web channel. И поэтому важно помнить, что не везде возможно охватить аудиторию, используя веб-каналы. And the other thing is, we talked just previously about this,
how can you connect it? And we are working on, especially on smartphones, to get broadcast chips inserted, and either digital broadcast or FM broadcast, and to connect it with the internet. Ну, собственно, мы на предыдущей сессии уже говорили о сложностях технических подсоединения к интернету, каким образом можно соединить онлайн и эфирное вещание в рамках работы радиостанции для того, чтобы оказаться в выигрыше. So that means you have to be flexible, and we see one device on the European market, for example, that's from Samsung, and the use case is this: you can listen to FM radio with this device, and as soon as you, for example, enter a building and the FM radio breaks off because the signal gets weak, the device switches automatically to a Wi-Fi, which is hopefully available in the building, and follows directly to the service you were listening before with a special software in it. И мы уже немножко об этом приборе, девайсе говорили. Здесь речь идет о том, что при прослушивании FM-вещания возможна такая ситуация, когда вы заходите в здание, FM-сигнал слабеет или прерывается, и автоматически девайс переключается на, например, Wi-Fi сеть. То есть получает сигнал через интернет. So the interesting question is also how get money out of it. Ну и очень интересный вопрос, каким же образом можно монетизировать это. And as soon as you are able to connect FM or digital radio with the internet, connecting with your radio, you can also offer other types of commercials. Ну, собственно, как только у вас ваше радио выходит в интернет, вы можете предложить другого типа продукта вашим рекламодателям. So DAB Plus and digital radio offers more possibilities, but you can also do it with FM. As soon as you have an internet connection, you can offer links on it, you can offer certain commercials, you can offer discounts, you can sell tickets or everything, and you have your internet connection there, but you connect it to your radio station. Собственно, DAB и DAB Plus больше возможностей технически для этого предлагают, но и через FM можно, например, продавать билеты, можно ссылки какие-то запускать, показывать вашим пользователям, ну и показывать рекламные объявления, естественно. So, and if you look on a web-only radio station, what is there your added value? How can you be there and convince your audience to follow you if there's no FM coverage? Если мы говорим только об исключительно вещающих онлайн, работающих онлайн радиостанциях, то какого рода вы можете особый уникальный продукт предложить? So I would, for example, offer really special features which are only available there on your online website for your radio. Я бы предложил только очень специальные особенности, возможности, которые можно использовать только онлайн. For example, you can offer special QR codes which are readable with smartphones. Например, можно предлагать QR-коды, которые читаются смартфонами. Or you can really invest in more the dialogue with your audience and really try to put personnel and staff into the coverage of social platforms. И второй вариант можно, не в дополнение, второй, это не исключающий другой варианты, инвестировать очень активно в развитие диалога с вашей аудиторией. So that means this is also a chance for a talk radio to really work in the social platform like Facebook and really react very fast to the demands, to the requests, to the questions of your audience and put it then on the radio. Например, можно работать в таком случае с какой-то социальной сетью, например, Фейсбуком, и очень быстро, оперативно реагировать на вопросы, просьбы вашей аудитории и инкорпорировать это в ваше вещание. So I think that the homework for every broadcaster is which audience do I target and where is this audience, how can I reach this audience? Собственно, домашнее задание, которое каждый вещатель должен для себя выполнить, это на какую аудиторию я нацеливаю свое онлайн-вещание и где находится эта аудитория. So in our experience from the EBU, the audience research is very much important. So of course you can start tomorrow a radio station online, but if you don't know whom you want to target, if you don't know what is your special thing, you will just lose your money. Собственно, по нашему опыту, с точки зрения и вообще с точки зрения всех участников Европейского вещательного союза, крайне важно проводить исследование аудитории. Конечно же, завтра можно запустить какую-то радиостанцию онлайн, но если вы не знаете, каким образом нацеливать, на какую аудиторию нацеливать это программирование, то вы можете просто потерять деньги.
And to be honest, with a web-only station, is it much more difficult than with an FM station. И если быть абсолютно откровенным, то только с исключительно работающей онлайн радиостанцией это все намного сложнее, чем с радиостанцией, которая вещает также в FM. It's just a simple mathematics thing of competition. For example, here in Moscow you have around 50 FM stations. Это просто математический вопрос, связанный с конкуренцией, потому что, например, здесь в Москве примерно 50 радиостанций в FM-диапазоне вещают. And for sure 5,000, 10,000, 15,000 different web channels available in the internet. И наверняка, по меньшей мере, 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч различных онлайн-вещаний, потоковых вещаний наверняка доступны. So why should people listen to your web channel? Поэтому возникает вопрос, почему людям нужно слушать именно ваш веб-канал. So the best thing is you have to anchor it somehow in their daily life. Поэтому самый лучший способ это каким-то образом привязать вашу работу, ваше программирование к каждодневной жизни аудитории. So especially for web channels, either they are regional and you have a regional argument that they go to the web, but you have to drag the people to go to the web. Why should they listen there? And it's more, the hurdle is bigger to go to the web to listen to the radio than just to switch on the FM radio. Например, вы можете позиционировать себя как региональное вещание, но опять же возникает вопрос, каким образом убедить вашу потенциальную аудиторию слушать именно вас, потому что, в принципе, с точки зрения усилий, выход на онлайн на потоковое вещание намного более проблематичен, чем просто включение радио, FM-вещания. So maybe the reward is bigger when they go online. So if you switch to an FM station, you have maybe some sort of games you can win, let's say 500 ruble, but if you go to the web channel, you can win maybe 1,000 ruble. Could be an argument. Например, такой аргумент можно выстроить, что большую условную награду получает слушатель, большую выгоду. Например, можно играя в игры на FM-радиостанции, можно выиграть условные 500 рублей, а, допустим, онлайн, слушая вас, можно выиграть условные 1000 рублей. Or you offer a special service which the people need not only with a live radio. Let's say your special service is the best guide to the latest clubs in Moscow, for example. Или, например, вы предлагаете в вашем вещании какой-то особенный сервис, который больше нигде не доступен, например, условно, лучший гид по ночной жизни Москвы. And you don't offer it not only via live radio, because live radio just goes in your ear and enters through the other ear, but you offer it also as a podcast. И вы предлагаете этот сервис не просто как, например, части вещания, потому что человек услышал, забыл тут же, а вы предлагаете это и в форме подкаста. Well, you add pictures, you add a link, you add a discount maybe. Добавляете туда картинки, добавляете ссылку, возможно, какую-нибудь скидку. So this is how you can use the internet and your radio for this. Вот таким образом можно пользоваться одновременно и вашим вещанием, и интернетом. It's just one idea. Просто как одна из идей. And the other thing is, to summarize it a little bit, if you use the online part, you can really try to personalize your radio offer. И еще одна идея связана с тем, что при использовании онлайн-вещания можно очень сильно персонализировать то, что вы предлагаете слушателям. Online, for example, your listener can fill out a personal profile. Онлайн, например, слушатель может заполнить какую-то анкету. And can select the content from your radio station which this person wants. И может, соответственно, таким образом выбрать контент из работы с программирования вашей радиостанции, который ему интересен. I'll show you one example. Покажу один пример. It's called Do It Yourself FM. Называется это Do It Yourself, сделайте сами FM. And was invented 1.5 years before by a Swiss radio. И придумали это 1,5 года назад шведские радищики. This is an internet application. Это интернет-приложение. And you can either choose pre-selected mixes like here Swiss pop together with news from RTS or other mixes. И можно выбрать либо уже подготовленные для вас миксы, например, шведская поп-музыка плюс новости. Да, конечно же. Швейцарская. Все это было про Швейцарию. Простите, географический кретинизм настиг. Or if you want to be more individual, you can also
choose really your program you want by genre and the different radio stations. И также можно намного более глубоко персонализировать, можно по жанру выбрать или по... And they offer a long list of different genres, starts with art, business, with health, and so on. More than 20 or 30 different genres. И они предлагают очень большой список жанров, начиная с искусства, здоровья, бизнеса и так далее, более 20 жанров. And as soon as you click on a genre, it opens a long list of different podcasts. И когда вы кликаете на какой-то жанр, там открывается большой список разных подкастов. And you see here, just here, add to my settings. You just click on it and say, yes, this podcast I want to have in my personal mix, and it will be saved. И вот справа здесь есть кнопка добавить к моим настройкам. Вы эту кнопку нажимаете, соответственно, к вашему профилю это будет добавлено к тому миксу, который вам предлагает это приложение прослушивать. And you can add different music stations to it. Можно разные музыкальные радиостанции добавлять. And then you have your personal mix here. That's it, do-it-yourself FM. И ваш личный микс там туда же добавляется. То есть это называется сделайте своими руками. Вопрос? Контент, конечно. Is all of the content their own, or are they making it, getting it from creating? No, that's content only produced by Swiss Radio. Только они. Да, это их контент. And Внутри, видимо, вход где public radio. yeah, it's public Это общественное radio. вещатель, соответственно, весь контент. And they have about 10 different radio stations У них with 10 радиостанций. 10 times 24-hour programs, so it's a lot of program they С have. полным 24-часовым программированием, соответственно, у них очень много контента. With one small additional question. Is that okay? Is it monetized? They don't monetize it, but you can easily monetize it, of course. Они не монетизируют, но очень можно легко монетизировать. So they are a public broadcaster, and they don't have to get money by commercials. They get a license fee. And but I think this afternoon there was shortly the My Radio thing of Sky Radio, Netherlands topic. That's more or less the same thing. It's not that complicated, that My Radio in Netherlands. It's easier, and the challenge for the broadcaster is here to offer internally your content for this, because as you have seen, this long list with genres, so you have to prepare your content that you have to tag it internally. Собственно, в принципе, монетизировать, конечно, можно, они этого не делают, потому что они общественные радиостанции, не нуждаются, они финансируются за счет сборов лицензионных. Но сейчас, вот Христа говорил сегодня после обеда, вы, наверное, слышали про My Radio, Sky Radio, который в Голландии пытаются провести. Здесь не такая сложная система, как то, что пытается сделать My Radio, но тут проблема в чем связана именно с инвестициями технологическими, потому что нужно весь контент порезать и тегнуть, пометить, собственно, тегнуть, наверное, так просто сказать. То есть присвоить ему какую-то категорию. И именно в этом проблема, поскольку контента очень много, именно вот в этом основной вопрос. So it's a real technical challenge, and internally you have to have your workflows together. That's the big thing, and try to do it with as less as staff as possible, of course, because staff is expensive. Maybe not expensive in your country, maybe could be, but that's the real challenge. So you have 30 different tags, you have to put it together, then it runs automatically, but you have to do the workflow internally. That's the big challenge. And for Собственно, Кристиан уточнил, как раз связано именно с техническим вызовом. То есть нужно организовать таким образом, автоматизировать работу таким образом, чтобы вот эти все теги были встроены в работу вашу каждодневную. Либо у вас персонал этим занимается, но персонал в большинстве случаев это очень дорого. И, собственно, в этом проблема. And for monetizing, of course, you can offer different slots for commercials. That's very easy, either as audio commercials or as visual commercials. That's possible. Ну и с точки зрения монетизации здесь очень много возможностей для слотов разных рекламных. Slava is assuming that it was increase the reach. Do you know if it helped?
They try to keep their numbers internally. I try to get them, but I don't know them yet. I hope I will get them soon. It was, of course, to try to increase their audience, but also to offer their audience a more individual choice. So normally you don't like the music of one station, but you like the text program. What do? So it's to give you a more individual choice. Собственно, цифры наверняка есть, но они их держат закрытыми. Я понимаю, что пока не было возможности на них наложить руки. Но, собственно, тут основной принцип в том, чтобы предложить слушателям больше выбора, извините. То есть, возможно, им нравится музыкальный формат одной радиостанции, а разговорные программы других. And the other thing is, you give, with this application, your audience the choice to listen to the radio program when they want, and not when you broadcast. Ну, собственно, здесь, конечно, большой плюс то, что возможность прослушивать программу можно тогда, когда слушатель хочет, а не тогда, когда найдет в эфир. And I think the overall thing is, and we see it with other examples as well, in the end, it's all about the quality of your content. When the people don't like your content, you can have as fancy applications as you may have, but they won't listen to you. It's about the content. Ну, собственно, основной урок, конечно, связан с тем, что все связано с качеством контента. Если людям контент не нравится, то вы можете очень продвинутую какое-то прикольное приложение сделать, но слушать все равно не будут. And as we see, because radio is, of course, it's under pressure because of all these aggregation platforms and TV and visual radio, the one thing which is really a steady argument to listen to radio is if you have really good presenters, characters. Okay, because of all the competition, radio is of course under pressure. But the one thing which really counts and gives you success is if you have really good presenters, if they are characters. Собственно, как мы понимаем, что радио находится под большим давлением в силу большого конкурентного давления, но вам очень большие преимущества конкурентные дает, насколько хорошие у вас ведущие, как персонажи, насколько они как персонажи интересны. So that means we see the real successful radio stations, be they FM or digital or online, are successful because they have trustworthy persons presenting the program, or persons which you can be maybe angry on, but you listen to them, but you have to have interesting persons presenting your program. Ну и, собственно, как показывает наш опыт, самые успешные радиостанции как раз выигрывают за счет того, что слушатели доверяют людям, которые обращаются к ним в эфире. Либо доверяют, либо, может быть, им люди эти конкретно в эфире работающие не нравятся, но при этом они вынуждены к ним прислушиваться. And what some stations are doing right now is they do a lot of off-air action with these presenters. So, let's say, presenting concerts, presenting different activities outside the live radio. Ну, собственно, сейчас многие радиостанции как раз начали продвигать и работать над имиджем этих ведущих именно в неэфирных акциях, собственно, промо-акциях разных, их используя именно, разрабатывая их, собственно, как пиар, в рамках пиар-акций. And we even see that a few of the very famous presenters, especially in young radio stations, become their own or get their own TV shows. И, собственно, мы даже сейчас видим, что многие ведущие, даже самые молодые, сейчас получают предложение вести собственное ТВ-шоу. So if you own a radio station and a TV station, try to develop the people in the radio and then put the best one on TV. Собственно, если у вас есть холдинги и радиостанции, и телевизор, то можно как раз очень активно развивать талант в эфире на радиостанции, а лучших людей, собственно, ставить уже в эфир телевизионный. Все. Вопросы, коллеги, давайте сократим, потому что нас просят освободить помещение. Слав, давай в коридоре я перейду. Ну, спроси.
Okay, I would recommend to offer the possibility that a user or a listener can share your content on a social network. That means you don't have to have an app. It works also with a website. But if you access a special, let's say a podcast or any audio file with a short clip, that you offer at this audio file the possibility to share this to Facebook or share this to any other social platform. This is important because the people meet on the social networks, but they should have the possibility to share your content directly on this website. But you don't need to have an app for this. It works on the website as well. Собственно, ответ заключается в том, что имеет смысл контент оформлять таким образом, чтобы у пользователя была возможность поделиться на своей страничке в сети. То есть, собственно, нет необходимости инвестировать дополнительно в приложение, а именно просто давать им возможность самим размещать в сети. И, собственно, и когда работа сети, соответственно, сокращается по объему. The easiest thing is normally you have a playlist. You do a music station, you have a playlist, and that you offer at each item of your playlist just with one click, send it, share it with my friends. Собственно, самый простой вариант это когда у вас есть плейлист того, что стоит у вас в потоковом вещании, кнопочка share, да, и, собственно, с друзьями в соцсетях. So that means right now I'm listening to this great music, I want to share it with my friends. That's the impulse. Слушаю сейчас, what хочу the people поделиться. use. Спасибо большое.